Привет, девчонки, меня зовут Инна. В гостях сегодня у меня ручки Анжелы. Делали мы с вами это покрытие вместе. Это короткое видео, мини-видео, неполноценная коррекция. Здесь я только покажу вам, как относились ногти, нарощенные на типсы. Два ноготочка, мизинец и безымянный, я наращивала в прошлый раз на типсы. Снимаю старое покрытие, чтобы посмотреть и вам показать, как относилась типса. Типсу я клеила на каучуковую базу. Типса была не на весь ноготь, а только от середины ноготочка. Сверху укрепляла гелем. В процессе носки, Анжела говорит, они не сгибались, ногти были твердыми, не тяжелыми. Убираю длину по желанию Анжелы. Это было покрытие перед Новым годом. Видео не снимала полноценное. Мне понравилось делать наращивание на типсы на чужих руках, не на своих. На своих мне неудобно было делать наращивание, мне не хватало третьей руки, а вот на руках девочек мне удобно, они мне помогали, подсвечивали, подсушить, зафиксировать типсу. А вот на самой себе было неудобно, прижать неудобно было. Нужно было и прижать, и подсветить, чтобы зафиксировать. Ну все, в общем, замечательно относилась типса. Форму мы поменяли. Это у нас было покрытие перед Новым годом. Растяжка у кутикулы и укрепление гелем. Это уже почти через месяц, там без нескольких дней. Сегодня я сниму полноценную коррекцию. Тот же безымянный, который вам показывала в начале, нарощенный на типсу. Длину убирать не будем, поменяем форму. Анжела попросила сделать остренькие ноготочки. И дизайн покрытия буду делать по фотографии. Покрытие не переношено, относилось хорошо, отслоек не было. Единственное, что вот эти блестки я уберу, чтобы они не просвечивали дальше у нас в дальнейшем под новым покрытием. Пройдусь той же фрезой с внутренней стороны по всем ногтям. Уберу грязь и ступеньку. Вот этот ноготь тоже мизинец нарощен был на типсу. Средний и указательный, еще и большой, смотрят в сторону при отрастании. Загибаются вниз, опускаются и смотрят в сторону. Опилом их исправлю настолько, насколько смогу. Твердыми материалами сегодня я исправлять ничего не буду, потому что кривизна не критичная. Вот видите, как они в сторону смотрят?
Со второй стороны пилю по минимуму, спиливаю, больше спиливаю с той стороны, куда ноготь уходит, чтобы спилить. Пилю то с той, то с другой стороны, чтобы не перепилить. Поверхность опилю за кадром, как сказала, убрала блестки, приподняла кутикулу, вычищаю птериги. Она любитель поковырять, оторвать заусенки. На одном из ногтей будет свежая ранка, и я ее пилкой зацеплю. Она немножко у меня закровит. А на всех остальных ногтях они уже такие сухие, вот эти ранки. Но сейчас она вот рвет намного меньше. Если сравнивать с первым разом, когда она ко мне пришла, то сейчас она рвет гораздо меньше их. Но она сама так говорит, что она перестала почти рвать, если сравнивать с тем, с чем пришла. Рвет, конечно, продолжает, ковыряет, отрывает, но намного меньше. Срез кутикулы делаю шаром. После шара пройдусь еще полировщиком по всем ногтям, по срезу и коже вокруг. Вот эта форма мне больше нравится, чем предыдущая была до этого. И там, где а-ля балерина, и ногти обезжирила, нанесла праймер бескислотный, наношу каучуковую базу тонким слоем на все 5 ногтей. Дальше буду делать укрепление камуфлирующим гелем. База у меня здесь каучуковая ТНЛ. Купила я ее в большом объеме с узким носиком, поэтому переливаю. Поэтому переливаю ее в отдельную емкость с крышкой. Форму и дизайн делаю по желанию Анжелы. Она мне заранее прислала фотографию, то, чего она хочет. Мне нравится, когда девочки присылают заранее. Заранее знают, что они хотят видеть на своих ногтях. Промазываю тонкий слой камуфлирующего геля. Они мне могут заранее прислать несколько вариантов того, чего они хотят, а я посмотрю уже и тогда скажу им, могу или не смогу сделать. И вместе мы выбираем, согласовываем заранее. Тонкой кистью поправила у боковых валиков, стянула с кончика в центр, переворачиваю руку, проверяю. Если меня все устраивает, отправляем в лампу. Цвет геля у нас будет вместо покрытия. Мы просто его перекроем топом без липкого слоя, оставим так. А на 3 ногтях у нас будет дизайн, стемпинг, принт леопарда. Ненужное и лишнее убираю, вытираю. Рисунок на этой пластине короткий, поэтому приходилось его допечатывать. Здесь нам не понравилось, мы перепечатаем.
Когда лак черный подсохнет немного, я еще самые крупные пятна заполню коричневым лаком для стемпинга. Ногти без дизайна перекрываю топом без липкого слоя, как уже сказала, гель оставим как покрытие. И эта форма на Анжелиных ноготочках мне понравилась больше всего за последнее время, все, что мы с ней делали. Такие остренькие ноготочки ей подходят. Тонкой кистью заполняю пятна, как уже сказала. Лаку для стемпинга дадим просохнуть и потом уже будем перекрывать топом без липкого слоя с небольшим выравниванием. Лак для стемпинга с кожи снимаю жидкостью для снятия лака, либо для снятия гель-лака. Лак для стемпинга просох, перекрываю. Пока грязь непонятно, не видно, а вот когда мы уже убрали грязь вокруг ногтей, Анжеле дизайн понравился. И мне тоже понравился, и форма понравилась, и дизайн понравился. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.